Всем привет! Решил я облагородить вход на свой участок и вместо деревянного щита, временно закрывавшего вход, сделать полноценную калитку. Купил я металл для калитки, купил квадрат, а также профильную трубу для самой калитки и рамы. Первым делом нужно сделать раму для калитки вокруг колонн. Хорошо ее укрепить колоннам, для этого я в колоннах предварительно оставил закладные из арматуры. Начало у меня немного не задалось, китайская техника немного подвела и массовый провод сразу отгорел. Но со второго раза все пошло успешно и стойки рамы были приварены. Верхнюю перекладину расположил по высоте самих колонн и также ее приварил сверху, чтобы осадки не попадали внутрь трубы и зимой не размерзались внутри нее. Небольшое искривление профильной трубы исправляю с помощью распорки. И все основательно привариваю. Так как на участке, конечно же, нет у меня никакого ровного стола или поверхности, на которой можно было бы сварить в одной плоскости калитку, поэтому исхожу из того, что есть, раскладываю доски и буду на них варить калитку. Тщательно в нескольких местах проверяю проем калитки, чтобы не было щелей. Раскладываю металл, из которого должна получиться калитка, и выставляю строго по уровню, чтобы не было никаких перекосов. После выставления по уровню промеряю угольником, для того, чтобы везде были ровные 90 градусов углы. Высота калитки 2 метра, ширина метр. Сначала делаю несколько точек сварки, чтобы металл не выгнуло, и после этого уже провариваю основательно, полноценно. В работе всегда у меня есть незаменимые помощники, это струбцинки. Также нашел в хозяйстве петли, приварил к ним пятки, и эти петли также промазал их хорошо внутри, чтобы не скрипели в будущем. И сейчас буду их приваривать. После этого калитку сниму и уже буду наваривать основную часть калитки из квадрата. Все приварил, все красиво, но что-то калитка первый раз отказалась открываться. Оказывается, пятки я сделал слишком широкие, и они просто мешали открыться самому полотну калитки. Но, слава богу, болгаркой эта неисправность была устранена. Закладная арматурки в колонне будет своеобразным стопором служить первое время. Еще раз повторю, калитка у меня сейчас будет временная, но самую основную ее часть, то есть красивую, я сварю сразу. Для этого я взял десятку квадрат, у кореша покрутил ее, чтобы выглядело красиво, и это будет основа. А все остальное, кованные элементы, уже буду наваривать потом, наваривать, красить, украшать калитку, когда я буду здесь уже жить. Само украшение калитки, то, что я сейчас делаю, это чисто творческая работа, и у кого как фантазии хватает. Если фантазии не хватает, можно посмотреть кучу картинок в интернете и сварить что-то похожее. По два прутика квадрата некрученных я сварил сверху и снизу, и между ними буду крученый квадрат закладывать на них, перевернув калитку предварительно, и хорошенько обваривать. Больше из украшений ничего добавлять не буду. После этого калитку буду зашивать. Из
Изначально зашил вот так, некрасиво фанерой, вставил замок. К замку почему-то забыли положить болты, на которые замок должен крепиться в калитке, поэтому пришлось временно саморезом через калитку закрутить в деревяшку, чтобы замок держался. И участок можно было закрыть на ключ. На следующий день решил исправить этот убогий вид фанеры. Привез из дому кусок жести, который прекрасно подошел для калитки. Приклепал его заклепками. Снял ручки, чтобы лишний раз мою калитку не дергали. И оставил только дырку для ключа. Калитка не смотрится убогой, но и вместе с тем не смотрится слишком красивой для того, чтобы какой-нибудь злоумышленник не захотел эту калитку себе как-нибудь снять. Хотя, конечно же, в целях безопасности я над петлями калитки приварил упоры, чтобы ее нельзя было снять, без использования болгарки или других каких-то инструментов. И вот так калитка выглядит изнутри. Вид меня вполне устраивает, главное, что участок закрыт, и никто не видит, что за ним происходит. Не видно, что лежит на участке. Также заодно решил сделать и крыльцо для калитки. И из того же кусочка металла, то есть жести, который остался, хочу сделать полукруглый, но основательный порог для входа на участок. Мешаю растворчик пропорции 1:3,5, делаю пожиже, чтобы хорошо растекался. Изначально все промерил строго по уровню, чтобы весь порог был идеально ровный. После этого можно заливать. Между заливками также кинул кусочек сетки армировочной, чтобы еще крепче и надежнее было мое крылечко. Крыльцо это не временное, это будет постоянное крыльцо. Потом в будущем, когда здесь буду уже жить, буду его облицовывать какой-нибудь красивой плиткой. С помощью деревянной палки выравниваю весь бетон. Самое интересное, что забыл на бетонные работы взять с собой кельму, поэтому приходится выходить из положения простой деревянной палочкой, гладкой. Именно ей и утрамбовываю и заглаживаю поверхность бетона. Бетона пошло очень много, примерно 6-7 бетономешалок я замешал на него, действительно много ушло бетона, ну и вот такая вот красота получилась. Надеюсь, что это крыльцо прослужит мне не одно десятилетие. На следующий день разобрал, все хорошо уже схватилось. Крепкое надежное крыльцо, жалко даже пачкать, топтать ногами, хочется коврик постелить.
Когда уже бетон полностью наберет марочную прочность, разберу опалубку. Оставил зазор под калиткой под плитку. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Вот такая получилась калитка вместе с крыльцом. Продолжение следует.